друзья, я вас всех приветствую, да, я вас тоже очень искренне рад видеть. Я надеюсь, что у вас все хорошо, здоровье у вас прет, энергия с вас прет, настроение отлично, и это здорово, потому что нам это необходимо, у нас идет большой ремонт дома. Вот, нам много нужно сил, много нужно мотивироваться, нужна ваша добрая, мощнейшая душевная поддержка, да, сегодня, я надеюсь, я тоже, как всегда, получу, вот, и постараюсь вам тоже дать хорошее настроение, позитивчика, как всегда, возможно, кого-то замотивировать на хорошие дела, и вы их тоже сделаете от всей души. Так, у нас что по объекту? Объект у нас санузел, ванна, он продолжается, будем там мы работать. Вам приятных просмотров, как всегда, а мы начинаем, погнали! Так, ездил я, забрал свой кабель, брал я 3 на 1,5 200 метров, все хорошо, я доволен, все прекрасно, сечение как надо. В общем, сейчас будем проводку проводить, наверное, в санузле, и там уже по обстоятельствам посмотрим. В общем, погнали. Так, что у нас? Это уже раствор схваченный, маячки. Вчера я приехал поздно, и я не успел до конца выставить маячки. Вот. Сегодня этим мы будем заниматься. Выставим уже и на эти стены, и на эти уже, чтобы спокойно нам работать. Потому что слой толстый, и, к примеру, сразу все не получится закидать. Нужно будет в несколько раз, а то и в 3 раза, да. Закидали, пошли дальше, закидали, пошли дальше. И вот так потихоньку, потихоньку, не толстыми слоями. Вот. Поэтому сейчас маячки мы выставим. Вот. Но перед этим проведем проводку розетки. Мы выведем, где у нас полотенцесушитель. Кстати, насчет полотенцесушителя. Так, мы с вами, как говорится, солидарны. С вами мы согласимся. Да, здесь мы его не будем вешать. Мы его повесим вот здесь, на этой стенке. И одну розетку выведем вот туда, на тот угол. Ну, мало ли там потом в дальнейшем, может быть, то что-нибудь повесим. Просто пусть будет и все, как бы. Вот. А здесь на самом деле не будем ничего загораживать. Пусть это хорошее, прекрасное окно нас так радует. Что говорить? Что говорить? Говорить не надо. Нужно идти работать, как говорится. Вот. Работать и еще работать. В общем, мы погнали.
еще раз вам всем привет. Да, я чуть от работы отвлекся. В общем, дело в том, что нам позвонили и сказали приезжать на собрание. В общем, в августе нашу принцесску уже забирают в садик. Если честно, мы в шоке. Вот, и в хорошем, и не в хорошем. В хорошем то, что она пойдет уже в садик, а не в хорошем, потому что это волнительно. И все-таки она как бы, не знаю, она еще малюсенькая такая вот, не знаю, еще вот, сколько ей получается будет, 1,7 лет, только 16 августа ей будет. Вот. Поэтому не знаю, как это все, думаем, что будет все хорошо, все прекрасно. Да, там все такого возраста, год и 5, там до 2 лет, в общем. Вот, Наташа сходила, там пообщалась, в общем, рассказывай. Да, сказали, чтобы прошли всех врачей. В общем, справку о том, что она здорова. Естественно, начинать приучать ее к горшку, потому что, ну, там хотя все, там есть некоторые на грудном вскармливании, так что я думаю, что нам будет намного легче, потому что она уже пытается как-то сама кушать, но еще не ест, конечно, но все равно. А как, что сказать, по часу или по сколько? По 2 часа будем отводить. Ну, а если будут орать или они позвонят? Ну, а она говорит, мы позвоним. А ну, как они будут отдавать их где? Внутри будут или нет? Доводим до двери, она всех встречает и заводит. Как она одна всех будет заводить? Зай, да там сразу заходишь и сразу их не... А, ну возле садика, не возле калитки, да? Нет, не возле. Мы вообще опаздывали. Сегодня что? Я же работой не занимался, почти сейчас скажут. Я маяки ж хотел выставить, все это. Вот. У нас отключили воду. Да, отключили воду, я пошел там проем проламывать, короче, чтобы без работы мне не сидеть, а купаться, как купаться, я весь пыльный. Хорошо в бассейне детском было чуть воды. Я туда плюхнулся, намылился, в общем там не бассейн, а сейчас ил. Вот так покрылся снизу илом, это просто кошмар, что там творится. Воду вот буквально перед отъездом, да, и оттуда еле-еле, практически ее нету, она течет. В общем, ну, не знаю, сегодня что я успею сделать, то успею. Маечки, если успею, то хорошо, я выставлю. Но проводку нужно будет доделать. Я там уже все пораскидал, там практически мне по мелочи осталось. Вот, ну и все же как бы нормально. Нормально, вечером, если мы успеем, вот, поедем, наверное, за вашей любимой сливой, да, и за нашей, вот, которую мы рвали на пробу. Чуток она нам понравилась очень сильно. Смотри, на пляжу людей сколько много. Надо будет нам один день тоже выйти и на пляже отдохнуть, посидеть на берегу. Но сейчас еще жарковато, да, Тёмыч? Не, уже надо, скорее всего, на следующей неделе надо будет уже Потому что, поехать, да, потому что... садик уже. И Да, в садик надо собирать документы, поэтому надо будет... прививки будет сделать. Прививки, я же говорю, да. Которых нету, которые есть. Так, мы уже подъехали к нашему дому. Блин, да не, поехали обратно. В смысле, что случилось? Че, у баряна еды же сухого корма нету у баряна. Я еще выезжал от мамули, говорю, надо же корм купить. Так что мы продолжаем.
Так, ну что у нас? У нас, в общем, весь день практически не было воды. Чем я занимался? Я электропроводку нашу всю прокинул. Соответственно, розетки повыводил, где мне нужны. Здесь, вот на задней стене, где я показал, вот там розетка будет. Все на распредкоробочку вывел. Вот. Маячки вот здесь я докинул. Опять же, перепад тоже значительный. Но ничего, будем потихоньку накидывать и идти, как говорится, к своей цели, к финишу. Так, и, как говорится, главное, свет был, это хорошо. Я сделал сразу проем, что-то подумал. Думаю, что стоять без дела, лучше чем-нибудь заняться. В общем, под 70-ю дверь сделал я проем. Сверху перемычку кинул, уголок взял металлический. Еще с советской старой кровати, он прям нереально крепкий. Вот, туда я его сделал. В общем, нормально, все хорошо. Все, уже проход есть, так что... Кто там, бедный, волновался, что такое узкий проход, не надо переживать. Я еще раз говорю, что он левее будет вырезаться. Вот. Поэтому ничего тут страшного такого нету. Так, а сейчас что? Сейчас, в принципе, ничего. Займемся стенами. Будем раствор мешать и накидывать. Накидывать потихоньку, по слою. Вот как раз на эти стены накидаем. Вот, потом я дальше продолжу, маячки уже выставлю и все, будем накидывать. Накидывать до тех пор, пока уже не выйдем под 0, потому что, еще раз объясняю, под такой слой будет, ну, такой слой не вариант накидывать, потому что это все сползет, все упадет, нужно в 2-3 раза захода делать, ну ничего, потом все будет, как говорится, чинно и благородно. Так, в общем, это все хорошо, ну, пора начинать, погнали работать.
смотрите, что нам пришло. Так, друзья, пришла наша ванна. Я, кстати, пока там заканчивал. Потом, оказывается, телефон перестал снимать. Баря, иди сюда, прораб, иди. Новый объект, а ну иди, оценивай. Так, здесь посмотри, все проверь, сколы, царапины. Сегодня МЧС прислала сообщение, что сегодня очень жарко, будто сегодня нереально просто жарко. Вот в доме невозможно находиться, очень жарко, баряшка. В общем, поэтому надо так часто смотреть, я же бываю снимаю для вас, оказывается телефон нагревается и видео автоматически перестает сниматься, у него такая защита у телефона, не знаю вообще. В общем, пришла наша ванна, заказали, мы долго ее искали, потому что таких размеров очень мало было где, вот. Поэтому у одних людей мы только нашли, кто смог нам ее сюда доставить, потому что ближайшего города, я уже говорил, у нас 70 километров, вот. Поэтому, Моздок еще можно, в принципе, съездить, но опять же, в общем, размеры 140 на 90, но она пришла, мне кажется, вообще крохотная. Вот она вообще прям, такая компактная, кстати, она не глубокая. Классно. Все, откроем, посмотрим? Давай. Надо же. Это экран, кстати. Не, можно фоточку Сочи вставить сбоку, у меня есть фотография. Кстати, в Сочи, ребят, один в один. Я вам скажу, мы довольны полностью. Акрил замечательный, классный, с ним ничего не случилось. Да, у нас за 3 года абсолютно ничего не случилось. Он не царапался. Да. Еще плюс, знаете, какой в этой ванне? Вот это самый реальный плюс. Обычные ванны, которые делают, да, у них, по крайней мере, старые, да, были, сейчас новые, я не знаю, да, угол наклона нужно было ванну поднимать. И, соответственно, на плитке, да, вот этот угол, возможно, было чуть видно, а здесь уклон внутри уже сделан. То есть здесь дно, кстати. То есть вода не стоит. Да, дно здесь толстое, кстати. Вообще по установке, вот эта металлическая конструкция, на которой он устанавливается, да, она саморезами в ванну закручивается. Там толщина у нее приличная, кстати, она не шумная. Вот. Смотрите, да? Фотку ставим, да? Да, фотку ставим, да, потому что нам... Ладно, фоточку ставим, но она компактная, смотрите, вот она. Эх, была не была. Ну тут, конечно, ноги не прям... Не, почему? У меня, например, помещается. Хотя, смотрите, лежишь, все, вода джик набрала, это не здоровый ванной, за ней легко ухаживать. Здесь, кстати, вот есть под попу, короче. Вот сидушка, маленькая, чтобы вообще это не под попу. Почему? Это ложить туда шампунь, не шампунь. Шампунь, я в Сочи садился. Ну, знаешь... И удобно очень, это самое. И, кстати, она же не глубокая, детей в ней купать классно. Вот, лег. Просто почему мы не захотели прям глубокую большую ванну, потому что ее набрать, это кошмар каждый раз. А это вполне нормально, здорово. Я очень часто набираю 2-3 раза в неделю. Когда мы все установим, я вам говорю, вот этот именно размер, он компактный, и он вписывается. Она не громадная, знаете, она так сильно не выделяется. И вот этот экран четко подходит, четочка, вот так прям все, чик, и будет вообще красотень. Красотень неописуемая. Да? Да. Так, ладно, это все хорошо. Давай телефон. Или вместе пойдем? Куда? В санузел. Это было что-то с чем-то. Пошли. Что? В общем, все знали, что весь день практически света не было. Чем я занимался, это я сделал. Сейчас пройдем. Это я сделал проход. Проем, под дверной проем я вырезал. Все, это у нас 70-я дверь. Мы сначала думали 60-ю ставить. Мы посмотрели на 60-ю. Но она ни о чем показалась, да? В Сочи у нас как раз 70-е, по-моему, были, да, двери? Угу. И я думаю, это нормально свободненько зайти. Никто, кстати, упираться не будет. Иди сюда. Вот сюда инсталляция встанет. У нас 46 или 48 сантиметров. То бишь у нас будет здесь еще запас. 46-8. Вот так. Еще практически
8 сантиметров запас здесь есть, она вот здесь встанет, здесь аккуратненько, здесь гигиенический душ, там под туалетку что-то кинем, как бы, да, вот, и ванна пойдет, ванна у нас небольшая, 140, вот она ванна, да, вот он ее угол пойдет, вот он, жик, 140 на 90, 90, вот она, вот так. Жик, она вообще тут компактненько станет. Жик, вообще она напрягать не будет. Все будет чики-пуки. Так, по штукатурке это что-то с чем-то, это нечто вообще. Здесь, конечно, было не совсем все так гладко, как с гипсовой кинул, она прилипла и все. В общем, пересмотрел я кучу роликов, посмотрел, как люди делают, и в итоге пришел к такому выводу, как вам удобно, так и делайте, потому что сильно жидкий раствор, это прям вообще тоненько получается, и он тоже ляпает и падает, сильно густой не прилипает. В общем, не знаю, и под руку нужно приноровиться, закидывать, кидать. Ну, тут сильный слой не сделаешь, потому что я объяснял, что 7-8 сантиметров толщина, но вот здесь уже вот под ноль уже вот пошла, она вот видите, уже хорошо. В принципе, здесь еще один слой. И все, и оно уже будет заштукатурено. А везде такой большой слой будет? Ну смотри, вот здесь, сейчас я тебе покажу. Вот у нас здесь очень маленький. 4,5 сантиметра. 5,5 сантиметров. Но здесь поменьше будет. Ну вот самый маленький вот там будет, возле вот этой стены, здесь будет самый меньший слой. Потому что, не знаю, ну перепад такой. Это же не я придумал, взял это. Это все четко по лазеру я выставлял уровень. Я же говорю, если бы это была жилая комната, ну, мы не смотрели бы на вот эту ровность, никто бы ее на глаз бы не определил, да, там. Ну, а здесь нужно, потому что плитка это потом покажет. Кстати, этот угол я запенил, вот он пеной, который пустотелый был, надо будет ее обрезать, и все, она тоже заштукатурится. Район нормальный, да? Теперь да, вообще нормально, да, обычная стандартная дверь. О, скажет, наконец-то. Сделал. Нормально. Вот он 0 выходит. Ровный кирпич. Вот под это зальется все. И дальше уровень пойдет. Прораб, иди сюда. Иди сюда. Не заходи на проверку. Посмотри, что да как. Что? Работать будем? В общем, конечно, хотелось побыстрее, чтобы эта штукатурка шла. Но, как говорится, быстро тоже не надо. Ее сильно быстро невозможно и работать, потому что большие лепешки делаешь, они падают, это все скатывается, может вообще вот так, что ты накидал, все вниз ползти, но такое бывает, да, потому что это не гипс, да, гипсом намного проще и лучше, но гипс, конечно же, сюда противопоказан, потому что большая влажность. Но опять же, это мое сугубо личное мнение, если у вас хорошее проветривание, ванной, а у нас плохое разве? Ну, хорошей ванной комнате, у нас слой просто нереально большой, да? Хорошее у вас проветривание, если вы не делаете душевое ограждение, где у вас постоянно будет литься вода. Опять же, можно было даже сделать и гипсом поштукатурить, сделать гидроизоляцию хорошую. Можно было, и я не думаю, что здесь что-то было вау. Она там рассохлась, развалилась. Нет, я не думаю. Потому что с хорошей вентиляцией ничего этого не было, да? Тем более, есть сейчас классные эти. Вот мы смотрели недавно вентиляция электрическая, крутые, ну как уже хорошие современные, в них установлены датчик влажности, вот он датчик там температуры, и в общем, когда влажность повышена, он автоматически сам включает и вытягивает всю эту влажность. На самом деле это очень удобно, да? Поэтому такие дела. Ничего, потихоньку, но справимся, спешить не надо. Главное, как говорится, процесс идет, и это хорошо. Друзья, был на почте, забрал очередную посылочку, заказали много чего интересного с магазина «Мой любимый Василек». В общем, будет интересно, как всегда. Погнали! Это знаменитое популярное одеяло, мы от него просто кайфуем, обязательно его покажем. Так, дальше маечки, тунички, носочки, в общем, много чего интересного. Кстати, о, смотрите, что я вижу, я даже не знаю, что это, видимо, моя красавица, моя хозяйка заказала. Обязательно это все покажем. Ну и, конечно же, куда же без постельного прекрасного белья. Сейчас мы вам это все живо продемонстрируем, вы все увидите, оцените, надеюсь, вам все вот это понравится, а мы начинаем. Это у нас вот такой комплект
Комплект семейный, это стопроцентный хлопок. Имеем такую интересную расцветку, посмотрите, она такая не напрягает. Зеленый цвет, он всегда приятен для глаз. В общем, очень интересный. Это у нас пододеяльник. Внутри у нас вот такое полосатое продолжение, как у арбуза. 4 наволочки, это 70 на 70 и 50 на 70. Вот такие подушка. Мы по одной сделали, чтобы вы видели. Выглядит, по-моему, неплохо. Мне прям понравился. Такой интересный комплект. Ткань приятная, хэбэшечка, все дышит, все хорошо. На таком постельном грех не отдохнуть, чего и вам желаю от всей души. Следующая у нас модель, это такая ягодно-цветочный весенний, а возможно летний микс. Мы здесь видим такие пчелки, малинки, даже присутствует инжир. Комплект семейный, стопроцентный хлопок, как и в предыдущем комплекте. Мы имеем 4 наволочки, 70 на 70 у нас будет вот такого цвета. И 50 на 70 у нас будут светлые вот такие. Вот. Пододеяльник здесь у нас темный цвет с переливом на наволочки. Вот здесь также идет цветочная расцветка. Все, хлопок, все прекрасно, все дышит, все хорошо. Для детей мы заказали Тёмке вот такую маечку с таким принтом. Это TikTok. Это хлопок, тоже хорошо дышит. А нашей принцессе вот такая милота. Это вообще бомбовский костюм. Посмотрите, что здесь за мяу-мяу. Кошечка с каким мороженком. В общем, смотрите дальше. Здесь вообще просто классно. Это мы взяли на вырост. Вот такие брючки. Вообще прям это огонь-огонь, да? Милота. Так, далее, друзья, на нашу будущую кухню мы заказали, посмотрите, вот такую скатерть. Посмотрите, здесь какая оборка, да? Классная красота. Сейчас просто негде на стол положить и показать все, как это выглядит. Но поверьте, это будет просто бомбически. Фоточку, да, обязательно вставим, вы все увидите. И заказали вот такие дополнения, салфеточки. И вот такая белая салфетка, она вообще прям бомбическая. Все это хлопочек, все хорошо, все прекрасно. Я думаю, на нашей кухне это будет выглядеть очень круто. Так, ребят, заказали еще нижнее белье. Это для Феди, кстати. Материал очень классный, хлопочек. Носочки Лерки заказали. Нижнее белье себе я в тот раз брала, мне понравилось. Я еще повторила заказ. И полотенце мы также уже несколько раз брали. Очень нравится. Серое и белое. Ну и, конечно же, наше самое любимое, это двойное одеяло. Многие вы из вас его видели, многим оно понравилось. И, кстати, многие его заказали. Я вот именно его советую. Это крутое одеяло. Это у нас уже 3-е. Осталось еще парочку заказать для гостей. И будет, как говорится, полный комплект. У нас двойное, оно на клепках. Я говорил, если холодно, мы вот его также одеваем. Если нам жарко, вот на клепочки убрали. И вот у вас получается уже тоненькая одеялка. Прям классно будет. Вот. На теплую осень или теплую весну само то. Хотя и зимой мы вообще не любим толстое одеяло. Для нас это вообще прям будет, как говорится, 2 в 1. А мы начинаем показ женской коллекции. Смотрите, какой приятный такой мимимишка. Летний костюмчик. Это все хэбэшка. Хотя это не костюмчик, это супруга, как всегда, опять четко подобрала футболочку. Вот такие леггинсы. Это же леггинсы? Вот классный, смотри, это хэбэшечка. Хэбэш, ух ты, ничего себе, как она тянется. Смотрите, материал какой хороший-то материал. Здесь такой мимишка, вот он такой милый, как и моя супруга. Сзади все стандартненько, белое, все хорошо, все по фигурке. Смотрите, какие леггинсы, какая красота, какая ножка, какая линия, просто одно изящество. Смотрите, эти футболочки еще есть у нас в разных цветах, поэтому мы все мерить не будем и показывать. Вот здесь вы увидите, каким цветом они еще есть. Но качество мне прям понравилось, ребята, от души прям качество. Следующая позиция, такая футболочка, очень интересная. Здесь вот такие у нас рукавчики, плечики у нас широкие, все свободно, дышит, все прекрасно. Материал очень хороший, прям вообще как и сама модель. В общем,
На лето классно, легко, удобно, что может быть лучше. Погнали дальше. Следующая модель очень интересная, яркий такой цвет хаки с интересным принтом. Здесь плечики, смотрите, все открыто, дышит, ветерок пошел, лето, все прекрасно, все красиво. Смотрите, вот здесь вырез, ничего не душит, кроме как я ее. Вот сзади все хорошо, все по хэбэшечка, тоненькая, легкая, на лето просто отлично. Это у нас такой домашний, я бы даже сказал, ночной костюм. Очень классно, прям интересно. Это тоже хэбэшечка. Смотрите, здесь такие звездочки. Вечерком вышел на стульчике, налил кофеечку, чаечку, взял вкусную печеньку. От души в нем сидишь, он дышит, ветерок идет, и все, и жизнь прекрасна. Следующая позиция, вы посмотрите на это шикарное вечернее платье. Не, на самом деле это домашний вот такой халатик, он хэбэшечный. Хотя здесь смотрите, какие вставочки. Смотри, какие вставочки. Здесь вот такая молния, удобно, но расстегивать не будем, потому что это все под замком. Ребята, вы посмотрите на эти цветы. Кстати, что за цветы? Ладно, цветы не важно, главное, что это самый главный мой цветок. Это моя дорогая, любимая модель. Она же супруга, мать двоих детей, просто прекрасный человек. Потанцуем. Там-да-дам. В общем, все хорошо, все прекрасно. Мы продолжаем. Прораб тоже пришел посетить показ нашей моды. Барян, ну ты где? Иди. Вот посмотри. А что такое? Что, провинился? Ты почему мне в глаза не смотришь? А? Как дела? Барян сейчас на расслабоне, все дела передал заму, так что он отдыхает. Так, друзья, держите меня, или я сейчас нападу на эту просто сногсшибательную модель. Вы просто посмотрите, что творится. Мамма мия, какая красота. Посмотрите на этот принт, на этот рисунок. Смотрите, какие пуговички. Какая красота. Здесь такие подвязочки, идет под них. И ремень, поясок, чтобы талию. Да, поясок регулируется, все отлично, хотя он тебе вообще не нужен. Сзади, смотрите, все шикарно. Какая классика, красота на лето, просто сногсшибательно, неотразимо. Зачет, как тебе? Отлично. Ну и классно, погнали. А мы продолжаем с мужской коллекцией. Ребята, все стандартно, обычно домашний костюм, хэбэшечка, в нем работает просто отлично и классно. Шортики, как всегда, хэбэшечки. Дышит, кстати, я в них уже работаю, и классно, не поверите, вообще не жарко, все дышит, сквозь меня воздух проходит, а при работе это очень важно, потому что не очень жарко. Следующая модель, это чисто вот такой английский стиль. Да, теперь у меня есть такие штаны, кстати, похожие вы видели на моей супруге. Но хлопок меня прям вообще радует. Спокойный, тихий, вечерком выйти, вот я же говорю, чайку, кофейку попить, все очень хорошо. Все стандартно, хэбэшечки. Сзади вот такие брючки. Резиночка свободно, не давит, что очень немаловажно. Садимся, все прекрасно, все. Ха! Погнали. Так, друзья, наш показ моды завершен. Я его объявляю закрытым. Я надеюсь, вам, как всегда, все понравилось. В общем, сегодня, конечно, мне понравилось, как всегда, это моя супруга. Она была неотразима. Ну а все вещи представлены магазином мой любимый Василек. Ребята, ссылка на магазин будет внизу, как всегда, под видео в описании. Если вам было что-то интересно, возможно, вы захотите себе что-то приобрести, пожалуйста, переходите, смотрите, заказывайте. Ну а мы продолжаем. Фикси был в прошлый раз, взял я удобрение. Не знаю, пробовали нет, микрофре от пожелтения листьев, активизирует фотосинтез, предотвращает хлороз, повышает устойчивость к заболеваниям. Вот сегодня хочу обработать им. И попозже ультрамагбор, это для завязи. И увидел еще вот такой суперфосфат двойной, минеральное азотно-фосфорное удобрение. Вот его тоже попробую попозже применить, посмотрим, как оно будет. Если кто-то уже им пользовался из этих, как оно помогает вам, нет, вот мне будет интересно узнать. Прораб, ну что ты, все принял, все оценил, как мы, поработали?
Маловато? Я знаю, мало поработаем. Ну ничего, ничего, мы все успеем, все сделаем, да? Да, сегодня ночную смену пойдешь? А? Зама берешь и вперед, да? Работать, работать, барян. И днем, и ночью. Вперед. Вперед. Так, ну, в принципе, вы все видели, да? Конечно, хотелось большего, но. И вот эта толщина, да, толщина, этот слой, конечно же, когда ты штукатуришь там 2-3 сантиметра, ты в раз накидал это, выровнял, и все, в принципе, там работы-то и такой у тебя нету, но здесь вы видите, и в 2, и в 3 слоя придется закидывать, да. Вот многие писали, да, обделай панелями и прочее, гипсокартоном и еще. Возможно, да, я ничего не говорил, что там где-то в чем-то это может быть и плохо, но при таких усилиях, таких затратах, вот, уже раз ты делаешь, то я думаю, можно сделать для себя. Уже один раз сделать и забыть. Это я называю сделал и забыл. Все. Зато стены теперь будут просто железобетонные. Пройдет, возможно, какое-то время, кто-то захочет что-то там снести стенку когда-нибудь, да, там лет через 200. Вот. То я, не знаю, меня будет вспоминать такими словами, скажет, кто здесь такой слой сделал штукатурки, кто здесь это сотворил. В общем, ну, ребят, на самом деле, так делаем, так нужно, да, те же стены, я штукатурил гипсовой штукатуркой, да, возможно, быстрее было сделать гипсокартоном, я видел, как плюхи выставляют, эти листы, бах, все готово, все хорошо, да, я не спорю, возможно. И гипсокартон, у многих, кстати, он сейчас есть, многие его применяют, потому что, во-первых, это очень быстро, не надо ждать, пока стены высохнут, сделал, прошпаклевал и все готово, да, вот. Но я сделал тоже, да, это дольше, конечно, и забыл, все, я забыл, зато все, у меня стена, где захотел, там забил, куда, кто упал об стену, ничего не продавил, ничего не сломался, стены будут стоять и еще раз стоять. Так же, как и мы полы делаем, во все мы влаживаемся, да, потому что, как говорится, это не косметический ремонт, у нас ремонт практически с нуля, если мы, да, по сути, да, если взять просто, сейчас взять коробку, да, фундамент, я здесь практически все переделал, даже ту же стяжку, практически везде я поубирал, но не везде, во многих местах, это спальня, в Леркиной, в коридоре, в нашей спальне, в ванной. В гардеробной залито, в гардеробной свеженько, это бывшие хозяева там заливали. В маленьком коридорчике там тоже я все буду убирать, потому что уровень, там уровень большой. Получается, что да, везде с нуля. Проводка, водопровод, отопление, канализация, штукатурка стен, потолки. В общем, все получается под ноль, да, под ноль. Вот. Поэтому, опять же, когда многие писали, не дешевле было построить новый дом, ребята, нет, ребят, нет. Каждый у себя считает по-своему, потому что цены у всех разные. Возможно, вы давно уже строились, потому что сейчас цены, они совсем другие, совсем. Я недавно ходил в стройматериалы, опять посмотрел на цены, вау, они растут. Растут даже просто труба металлопластиковая, я ее брал до Нового года, да, я брал по 35 рублей, сейчас 75 рублей у нас цена, да, я много что успел взять, и батареи, и трубы, и сантехнику, и краны, и вот кухню, кстати, кухни тоже подорожали, фурнитура и гардеробная у нас тоже очень большая будет. В ту же ванну мы многое что купили по сантехнике, столешнице, шкафы, пенальчики, краны, не краны, тоже на кухню, мойки, там вот эти стулья, столы. И еще, конечно, многое предстоит купить. Вот, но все же мы уже неплохо сэкономили. Сейчас надо будет, кстати, ищем мы ламинат. Наш ламинат мы нашли по цвету. Кстати, он нам очень сильно понравился. Этот ламинат мы использовали в Сочи. Он такой приятный у него цвет, но здесь, к сожалению, никто не занимается. И эту серию не могут привезти, я не знаю как будет, потому что ламината уйдет немало.
немало уйдет. Сейчас я закончу ванну штукатурить и перейду на нашу временную кухню. Ну не временную, а где она была в принципе постоянная, вот, где у нас будет будущая гардеробная. Вот. Пока я буду заниматься там делами, нам уже нужно будет посчитать, по водичке мне нужно будет все подвести, вывести все куда что надо, розеточки прокинуть, теплый пол залить и уже заказывать плитку, потому что плитка не в наличии, она под заказ, и ее могут вести 2 и 3 недели, чтобы к этому моменту, когда я там уже закончил, плиточка уже подъехала, ее привезли, я начал делать ванну. Вот, соответственно, когда я начну делать ванну, мне уже нужно будет думать о ламинате, потому что его тоже можно будет ждать 2-3 недели, пока я его буду ждать, я, к примеру, буду шпаклевать стены, там, те же розеточки устанавливать по проводке, потому что это все заранее нужно планировать, чтобы потом просто не стоять и без дела не сидеть, да. Ну, делом это все равно себе найдем, ну, хочется, чтобы ремонт, он как бы, как мы наметили, он плавненько продвигался, он шел. И этот Новый год уже все, я тут хочу, чтобы все, елка, Новый год, столы, стулья, все, диванчик стоял, и мы наслаждались внутренним вот этим уютом, и чего вам тоже от всей души желаю. Если кто-то делает ремонт, или кто-то надумал делать ремонт, конечно, ребята, делайте, обязательно у вас все получится, я в этом уверен. Мы с вами будем мотивироваться, потому что вы сами видите, ничего сложного нет, все можно взять, как говорится, своими руками и сделать. Было бы желание, да. Вот, чуть-чуть вас мы подтолкнем, замотивируем, и вы все круто сделаете. Да, конечно, еще намного круче вы сделаете. Обязательно будете кайфовать от этого. Будем заканчивать, как всегда, мои дорогие. Я вас еще раз, да я никогда не перестану. А почему бы и нет? Почему и нет? Почему доброго слова должно быть мало? Почему нет? Его должно быть много, намного больше, тем более, если от этих слов кому-то становится легче и хорошо на душе, и даже уже прямо сейчас, да, уже улыбнуло, это же здорово, здорово, мои хорошие, дорогие. Я вам от всей души всегда буду желать, как и говорил с первых роликов, вы никогда от меня не перестанете это слышать, вы всегда будете получать от меня только позитив, только улыбку. Так, пусть так и будет. От всей души я вам желаю счастья, здоровья, любви, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Главное здоровье, держитесь. Я с вами мысленно всегда. Да. И вот там рядышком пью и кофеек, и чаек, и дальше мы пошли с вами вперед и только вперед. Как всегда, надолго не прощаюсь. Скоро, вот скоро прямо увидимся. Всем счастливо, всем пока.